Всем привет! Сегодня сделаем очень необычно, но очень-очень вкусно. Как сказал один мой знакомый, очень кошерная закуска. Итак, берем небольшой кусок красной рыбы, у меня здесь 150 грамм, разрезаем ее пополам, для того, чтобы нам было легче работать. И полностью всю рыбу стараемся натереть на крупной терке. Делайте это все не спеша, аккуратно, чтобы нигде не пораниться. Смотрите, чтобы рыба лучше натиралась, ее вначале можно будет немножко подморозить. Ну вот, как-то так у меня получилось натереть красную рыбу. Отставляем ее пока что в сторонку. Затем в отдельную глубокую тарелку на мелкой терке нужно натереть заранее отваренные вкрутую 3 куриных яйца. Затем в эту же тарелку нужно будет натереть 2 плавленых сырка. Чтобы нам сырки не прилипали к терке и их не нужно было подмораживать, берем терку, кисточку с подсолнечным маслом и терку с двух сторон обильно смазываем подсолнечным маслом. Ну и вот сейчас посмотрите, как легко натираются плавленые сырки. И еще, почему 2 плавленых сырка? Потому что производители уменьшили вес. Раньше один плавленый сырок весил 100 грамм, сейчас они весят 65-70 грамм. Пишите в комментариях, так ли у вас или нет, так ли вас тоже обманывают производители или нет. Еще нам понадобится небольшой пучок укропа, его нужно будет очень хорошо измельчить. Измельченный укроп стараемся равномерно распределить в глубокой тарелке и пока что тарелку отставляем в сторонку. Затем берем батон, либо же багет, как в моем случае, и нарезаем его на небольшие ломтики. И в дальнейшем из всех ломтиков любым удобным для вас способом нужно сделать хорошие греночки. Я же их обжарил на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Пока греночки еще теплые, берем чеснок и соль и каждую греночку с двух сторон обильно натираем чесноком с солью. Кто не любит солью, можно просто натереть одним чесноком. После натирания на чуть-чуть отставляем их в сторонку, пускай они чесноком немножко пропитаются. Затем берем еще 2-3 зубчика чеснока, и их нужно будет пропустить через чеснокодавку в глубокую тарелку к сыру и яйцам. Все, что есть в глубокой тарелке, нужно будет немножко посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу, но не перестарайтесь, потому что сыр у нас немножко соленый. Итак, берем красную рыбу и почти всю рыбу отправляем в глубокую тарелку. Оставляем совсем чуть-чуть. Зачем? Посмотрите немножко позже. Берем вилку или ложку, кому чем удобнее, и немного все перемешиваем. В самом конце нужно добавить примерно ложку-полторы майонеза. И тоже очень хорошо все перемешать. Смотрите, получается 2 в 1. Первое, это можно уже подавать как отдельное блюдо, отдельный очень вкусный салат. Но мы это будем все намазывать на бутерброды. И у нас получается второе блюдо очень вкусное, необычное, намазка на бутерброды. Намазывайте не жалея, так чтобы каждый бутерброд был хорошо покрыт вот этим необычно вкусным салатом намазкой. И получается вот такая необычная, обалденно вкусная, кошерная закуска, как сказал мой друг, которая разлетается на праздничном столе просто на ура. Смотрите, украсить можете по своей фантазии, как захотите. Я же разложил на бутерброды небольшие веточки укропа, и вот те остатки красной рыбы очень хорошо сымитировали красную икру. Ну что ж, вот такая вот необычная кошерная закуска сегодня у меня получилась. Если вам понравилось, обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Не понравилось, пишите в комментариях, что именно не понравилось. Не забывайте поставить лайк под видео. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!